Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики, с вами снова Лебедь Белая. И сегодня хочу я вам предложить расклад, который будет посвящен событию, которое сегодня происходит. Это полнолуние, голубая луна. В нашем раскладе, как обычно, мы посмотрим, и вы обратите внимание на сигнификатор. Если он не подходит, то значит необходимо поменять вариант, или сегодня расклад не для вас. А также мы посмотрим, что же заберет полнолуние и что уйдет и останется в прошлом месяце в вашей жизни. А также посмотрим, что принесет полнолуние и новый месяц, который у нас будет впереди. Как обычно, вся информация под видео. Приглашаю вас на личные расклады. Всегда готова к взаимодействию. А сегодня у нас 3 варианта. Давайте будем начинать. Итак, первый вариант. Какие вы сегодня? Чем дышите? Чем наполнены? А сегодня у вас какая-то сложная ситуация в семье. Возможно, вы что-то не смогли сделать успешно, не осуществили что-то. Возможно, вы поссорились со своими близкими. Может быть, у вас сегодня не очень хорошее настроение. Может быть, это связано с вашими финансами, которые, к сожалению, не дали результата, которые вы хотели получить в этом месяце. А может быть, сегодня у вас очень сложный выбор, который вы должны были так или иначе предпринять, но, возможно, не смогли. Отсюда и такое настроение. Вы чувствуете, что вам не очень хорошо, не очень комфортно. Вы понимаете, что это событие, связанное с финансами, повлияет на вашу стабильность в семье, и, возможно, будут какие-то конфликты, недопонимания. И очень-очень сложная ситуация лично для вас, потому что вы будете переживать очень сильно. Вот в таких энергиях вы сегодня находитесь. Но вы должны знать, что как бы вам тяжело не было, вы всегда можете справиться с проблемой, которая сегодня у вас существует. Нужно только просто взять себя в руки. Вот в таких энергиях вы сегодня находитесь. Что же заберет у вас это голубое полнолуние? А заберет вот эту как раз тяжесть, которая на сегодняшний день на вас лежит. Вы наконец-то почувствуете, что все закончилось. Наконец-то это случилось. Пусть так, может быть, не так, как я хотела. Может быть, до конца мне еще непонятно, как я выйду из сложившейся ситуации. Но, тем не менее, у меня есть силы на то, чтобы перевернуть весь мир. Да, может быть, не так, как я хотела. Может быть, не так, как бы мне хотелось реализовать всю эту ситуацию. Но, так или иначе, все завершится. Но карты говорят о том, что дальше движения вперед у вас как такового не будет. То есть, возможно, что-то недоработано. Возможно, вы не получили какую-то соответствующую информацию, которая бы вам помогла более детально проработать трудные моменты. Сегодня вы до конца еще не знаете, как поступить в ситуации, поэтому впереди у вас еще дороги не ясны. Вот именно эти не очень хорошие позитивные вещи вы как раз в это полнолуние должны отпустить, и они от вас уйдут. И вы начнете постепенно двигаться вперед и развивая себя, развивая свою финансовую сторону в жизни, ну и продолжаете активно общаться и взаимодействовать. Первое время вам будет тяжело, но вы знаете, что этот период, он у вас однозначно уходит надолго. То есть вы уже не столкнетесь с этими трудностями в следующем месяце. Таким образом, карты нам говорят о том, что все, что было на сегодняшний день у вас сложно в плане финансов, принятия решений финансовых и так далее, это все у вас уходит. Да, оно не решено в полном объеме. Да, вы сегодня еще не способны спокойно и активно дальше двигаться вперед, но тем не менее самый тяжелый период закончен. Что же вам подарит Луна, что же она вам даст? А даст она вам в первую очередь семейное спокойствие, благополучие, радость семейную и наполненность. То есть вы
успокоитесь, отойдете немножко от работы, отвлечетесь от вот этой ситуации и будете спокойно пребывать в семье, общаться, не уходя в какие-то внутренние размышления, постоянные внутренние такие обсуждения, что я сделал правильно, неправильно выполнил, верно ли я предпринял то или иное действие. Принесет не очень, скажем так, радостный в эмоциональном плане период. Все равно вы будете переживать. А переживать, я думаю, что эти переживания впереди будут в первую очередь связаны с эмоциональной сферой, то есть с вашими чувствами, которые вот впереди будут, скажем так, получат какое-то новое понимание, и вы для себя должны осознать и понять, что что-то происходит и что-то меняется в плане чувств. Возможно, придется начать все заново в плане эмоций, чувств. Возможно, у вас не получится осуществить какую-то мечту со своим близким человеком. И вот это вас очень и очень огорчит в ближайшее время. Но карты нам говорят, что вы, в общем-то, решите даже и эти сложные проблемы. Вы просто-напросто отсечете от себя эти негативные эмоции, отсечете от себя этого человека, который вам принес этот негатив, и скажете: нет, я не хочу жить так, как раньше, я не хочу больше находиться в этом состоянии, или семья, или мы расходимся. Да, я не хочу быть жертвой. Поэтому месяц вам принесет очень интересное состояние. С одной стороны, вы будете рады, что все закончилось, тяжелое ушло. И вроде бы все замечательно, я в семье, меня понимают. А с другой стороны, вы вдруг поймете, что еще и в семье есть у меня какие-то определенные проблемы и непонимания. Возможно, это двойной удар для вас будет, но вы должны быть к этому, безусловно, готовы. И вы справитесь. Карта 13-го аркана нам говорит, что все поменяется кардинально в вашей жизни, начиная с работы, заканчивая вашей личной жизнью. Поэтому будьте готовы к таким сложным переменам, зато вы для себя поймете все от начала до конца и, наконец-то, успокоитесь. Вот такой нелегкий период у вас будет. Не забывайте все очень продумать, прежде чем принимать те или иные действия, осуществлять те или иные действия, принимать те или иные решения. Ну и, конечно же, не забывайте о своей интуиции. Шестое чувство вас обязательно должно проснуться и подсказать вам, как поступить правильно. Вот такой сложный период. 15-й аркан нам говорит однозначно, что придется что-то разорвать, придется что-то прекратить и завершить. Такой нелегкий период, но и астрономы, астрологи нам говорят о том, что лунное затмение в этот период действительно несет очень сложные энергии. Это был расклад для первого варианта. Всегда готова к личным встречам, взаимодействиям. Всего хорошего, до новых встреч. А впереди у нас второй вариант. Приветствую вас, двоечки. И сегодня наш расклад посвящен полнолунию, голубой луне, которая сегодня происходит. Такое замечательное природное событие. В нашем раскладе мы посмотрим 3 момента. Это ваша сигнификация. Обратите на нее внимание, пожалуйста. То, что заберет полнолуние и голубая луна, и то, что она вам принесет. Ну и в конце обязательно небольшой совет. Итак, какие вы сегодня, чем вы дышите, какими энергиями наполнены? Вы сегодня чувствуете себя хорошо, уверенно, устойчиво, вас ничего не волнует, вы удовлетворены своей жизнью и хотите, чтобы ваша жизнь развивалась активно, не останавливалась и не спотыкалась о те или иные препятствия. Сегодня вы наполнены, вы чувствуете себя, что у меня все хорошо, впереди у меня много интересных событий, на моей стороне сегодня все, что бы я не начал или не начала, у меня обязательно все получится. Сегодня вам единственное, что не хватает, это, наверное, эмоций любви и эмоций, которые дарят нам близкие люди. Вы чувствуете, что
с их стороны идет определенно какие-то не очень хорошие моменты. Скорее всего, ваш близкий человек с вами общаться не хочет, может быть, даже где-то и обманывает вас, может быть, как-нибудь не очень порядочно по отношению к вам поступает. Вы не видите с его стороны никаких действий по отношению к вам, ну и понимаете, что, наверное, этот союз, он не принесет никаких долгосрочных плодов. К сожалению, вот такими энергиями вы идете, но вы не унываете, вы чувствуете себя все равно на высоте, понимаете, что не сегодня, значит завтра обязательно реализую свои возможности. То есть вот такая двойственная ситуация с точки зрения общих аспектов. Вам хорошо, и вы чувствуете себя достаточно позитивно. С точки зрения личных моментов вы немножечко огорчены. Что же заберет у вас это полнолуние? Давайте посмотрим, что же нам скажут и сообщат карты. А уйдут у вас вот раздоры, уйдут не только внутренние раздоры, и любые вот конфликтные ситуации, которые возникают у вас, скорее всего, на работе или, может быть, связаны с вашим отцом, вашим взрослым мужчиной, вашей семьи. Да, вы будете чувствовать себя не очень комфортно, но так или иначе конфликты прекратятся. И вы будете понимать, что уже все, что могло, то оно случилось. Дальше уже хуже не будет. Начнется некое движение, развитие, то есть у вас не будет такого ощущения, что вот никак не сложится, никак не произойдет, а будет наоборот ощущение, что будет ситуация меняться. То есть появится диалог, появятся разговоры, ну и появится, конечно, выбор, который вы сделаете в связи вот с этой ситуацией конфликта. Сердце ваше успокоится, и вы будете знать, что да, действительно решение мы сегодня не приняли какое-то очень важное, но тем не менее мы прекратили эту сложную конфликтную ситуацию, которая у нас возникла. Она была сложна в том смысле, что пришлось где-то и почувствовать свой адрес оскорбления, унижения. Возможно, вы почувствовали, что не очень красиво это все прошло, но так или иначе вы пошли в новое, то есть вы сделали выбор, движение вперед. Вы сняли с себя вот этот камень, тяжесть этой конфликтной ситуации. Вот Луна как раз и забирает вот эту всю тяжесть. А что же вас ждет впереди? А впереди вас ждет работа, работа и работа. То есть времени для отдыха у вас не будет. Вам нужно будет продолжать работать в поте лица. Может быть, не стоит очень сильно вкладываться в работу и быть на 100% упорными, скажем так, и победными, да, до конца. Но, тем не менее, надо быть решительными, очень быстрыми, активными и предпринимать серьезные действия, причем обдуманные действия. Что еще принесет вам Луна? Впереди, наверное, некие переживания. Переживания, связанные с тем, что вы не сможете определиться, а что вам сегодня на данном этапе важнее и что лучше. А это очень будет судьбоносное решение, поэтому будьте внимательны, и касаться они будут финансов. Поэтому подумайте много-много раз, когда вопросы будут возникать финансового характера впереди. Не поступайте, как вы поступали ранее, ни в коем случае, а используйте какие-то новые варианты и новые шансы для того, чтобы преодолеть финансовые моменты и трудности. Знайте, что если выбор будет неверный, то, возможно, вы останетесь без денег и потеряете достаточно приличную сумму денег. Вам надо постараться в этом смысле так, чтобы не было тяжелых последствий. И вы смогли успешно двигаться вперед. Да, может быть, не очень семимильными шагами, но тем не менее. Знайте, что сейчас Луна вам говорит, не время принимать очень серьезные глобальные финансовые решения, потому что вы сегодня еще не готовы. Так как я думаю, что это связано вот как раз с той конфликтной ситуацией, которая у вас была вот как раз в этом месяце. Вы, видимо, чувствуете себя обесточенным, и поэтому сейчас принимать что-то очень важное, серьезное в плане финансов, конечно, вам не стоит. Какой же совет в целом карты вам скажут?
Знаете, что на сегодняшний день у вас нет поддержки собственных сил, а возможно и поддержки со стороны близких людей и коллег, но вы четко понимаете, что происходит. И так или иначе, все равно из этой ситуации выйдете успешно и добьетесь того, что вы хотели. Главное, очень правильно принять решение. Поэтому сейчас, скорее всего, не надо никого слушать, а больше сосредоточиться на собственных мыслях, идеях, как преодолеть ситуацию и сделать определенные выводы. Немножко уединитесь, подумайте и сделайте правильный выбор. И у вас все получится. Ну что ж, это был расклад для наших двоечек, многоуважаемых. Как всегда, приглашаю вас на личные консультации. Всегда готова к взаимодействию. А впереди у нас троечки. Приветствую троечек. Сегодня тоже для вас расклад. Посмотрим, что же принесет вам голубая луна. Сегодня у нас замечательный день, полнолуние. Как всегда в нашем раскладе будет небольшая сигнификация, обратите на это внимание. Ну и мы посмотрим, что заберет Луна и закончится в вашей жизни с этим полнолунием и что ждет впереди. Немножко о вас. Какие вы сегодня? Вы сегодня человек, который стремится выйти из ограничений, в которые вы попали. Вам бы хотелось, чтобы ситуация менялась корне, но что-то так, как бы вам хотелось, не происходит. Возникают какие-то трудности. У вас нет сил, у вас нет возможности преодолеть эти трудности на сегодняшний день, и вы чувствуете, что вас никто не поддерживает. Но на самом деле это не так. Посмотрите по сторонам. Возможно, рядом с вами есть близкие люди, которые вас готовы поддержать. А может быть, и вы сами сегодня в большей степени должны заняться именно тем, что помогать людям, поддерживать. Возможно, это ваши близкие, возможно, это коллеги на работе. Вы сегодня чувствуете, где правда, а где ложь. Вы наполнены вот этой энергией и способны принимать очень серьезные и правильные решения. Но ваше сердце сегодня немножечко разбито, что-то вас не наполняет. Может быть, это связано с личными отношениями, и вы понимаете, что там, в этих личных отношениях, не происходит так, как бы вам хотелось. И поэтому вы грустите. Вам хочется, чтобы произошло общение, хочется, чтобы получился эмоциональный контакт, и вас, и вашу любовь приняли в полном объеме. Вам очень хочется любви. Вот в таких вот энергиях вы сегодня находитесь. Но чувствуете, что чего-то не хватает. Не хватает, возможно, желания у вашего партнера, а возможно, и вы не можете преодолеть себя и начать активно общаться со своим партнером. Но грустить вам не хочется, и уходить от этих отношений вам тоже не хочется. Вот такие вы сегодня необычные. К сожалению, вы пока сидите, ничего не делаете. Может быть, вот поэтому вам немножко грустно и печально, что ситуация в личной жизни пока не очень меняется. Что же заберет у вас наша голубая луна? А луна заберет у вас момент того, что вы много размышляли, а как сделать правильно, как поступить. И вот как раз вот эти размышления, они у вас заканчиваются. То есть, скорее всего, вы примете решение. Да, вы перестанете рассуждать по этому поводу, перестанете как-то обороняться, смотреть со стороны на всю ситуацию. Может быть, перестанете слушать людей, а погрузитесь, может быть, в атмосферу каких-то очень серьезных переговоров, потому что будете чувствовать, что у вас что-то не получается. И вот в этих переговорах как раз придет истина. Истина, и вы наконец-то примете окончательное решение. И вот этот период, когда я не знал, как поступить правильно, период, который меня постоянно раздражал, и я не чувствовал себя хорошо и комфортно, период отсутствия выбора, он как раз заканчивается. И вы наконец-то обретаете гармонию, то есть вы почувствуете себя хорошо. Единственный момент, все равно остается грусть и печаль, но я смотрю сейчас, что эта грусть-печаль тоже будет у вас уходить постепенно. То есть вы все-таки переосознаете и поймете, что нужно возвращаться к своей гармонии, к тому,
что я самодостаточная, ну да, у меня что-то не получается, но я способна менять пространство. Если нужно, я откажусь от отношений, которые мне не приносят радости. И дальше карта закрывает, говорит нам о том, что вы самостоятельно будете принимать это решение. Таким образом, Луна у вас забирает период нерешительности, когда вы не могли принять очень долго то или иное решение. Вот этот период заканчивается. Но знайте, что не все хорошо в личных отношениях. У вас и нужно будет поразмыслить и предпринять определенные действия, которые на сегодняшний день не происходят. Что же принесет Луна? А Луна принесет вам очень интересные позитивные вещи. Возможно, это и с финансами связанные какие-то очень успешные моменты, проекты, вложения, работа, все, что хотите. Возможно, это и общение с людьми, какие-то новые встречи. И, может быть, даже все хорошо сложится с вашим здоровьем. Какую бы сферу мы ни посмотрели, карта нам говорит о том, что все хорошо. У вас замечательный открывается шанс. Вам не придется долго ждать результатов. И не придется долго осмысливать и понимать и разбираться, что происходит. Решение, оно придет очень быстро, очень активное решение будет с вашей стороны. Даже, я бы сказала, немножко жесткое. И вы прекратите вот этот вот период тяжелый, когда непонятно, что у меня происходит с работой, непонятно, что происходит с финансами, непонятно, что внутри в душе моей творится. И я себя чувствую крайне некомфортно. Вот, ну и, в общем-то, закончится период тяжелый, когда надо было принимать какие-то очень важные решения. Вы почувствуете себя хорошо, как когда-то в детстве, да, почувствуете, что все замечательно. Небольшая грусть, она никуда не денется, и вам в какой-то степени все равно захочется отгородиться от всего, что происходит, но, тем не менее, это будет ненадолго. Рядом с вами есть человек, который будет в таких же энергиях, как и вы, решительных энергиях, и вас поддержит. У вас хватит сил на осуществление новых проектов. Посмотрите, рядом с вами будут люди, которые вас не только интеллектуально, ментально поддержат, а также поддержат вас еще и эмоционально. И сил у вас на это хватит. Но самое главное, не окажитесь в жертвенной позиции, то есть поступите верно, обдуманно, не поступайте по дураку, неосознанно, на эмоциях, и ваша мечта обязательно сбудется. Самое главное – проработать мысли и все по полочкам расставить. Тех действий, которые вы будете осуществлять. Это очень важно. Постарайтесь никого не обманывать, не хитрить, и благосостояние к вам придет. Десятка пентаклей нам как раз говорит о том, что это и финансовое благополучие, и дома будет все хорошо. Ну что ж, общий совет: все будет хорошо. Не надо много сидеть думать, лучше делать. Убирайте старые связи, убирайте старые аспекты, которые сегодня вам уже не нужны. И дальше все в ваших руках. Решение остается за вами. Как поступить в той ситуации, в которую вы попали. Ну что ж, это был расклад для наших троечек. Всегда рада контактам, взаимодействиям. Надеюсь, что это полнолуние принесет вам возможность решения всех трудных ситуаций, в которые вы попадаете. До новых встреч. С вами была Лиль Белая.